Привет, друзья! Добро пожаловать в летний Петербург и на наш канал. Мы очень любим составлять гайды из тех мест, где мы побывали. Из последнего и популярного у нас есть Сочи, гайд-путеводитель, и Абхазия. Были там не так давно, все рассказали подробно, посмотрите. Ну а сегодня будет только про Петербург. Мы тут живем, мы тут обитаем, мы тут все изучаем, можно сказать, уже все знаем. По Петербургу у нас уже есть 3 видео, по-моему, про маршруты, только про маршруты из разных районов. И там в этих маршрутах есть конкретно места, как до них добраться, прям можно пешочком по нашей карте идти. Вот здесь вот плейлист, посмотрите обязательно, очень интересные видео с необычными прикольными местами. Ну а пока в Петербурге прекрасная погода, тепло, лето и пока нет дождя, вышла в парк записать свое видео рядом с домом, у нас тут фонтанчики, очень классный парк. И хочу вам рассказать много разных интересных фишечек, которые мы тут уже узнали и которыми вы точно интересуетесь. Также под видео оставлю много полезных ссылок, посмотрите описание к видео, почитайте, какая-то может быть ссылочка вам пригодится. Итак, давайте начнем с самого начала. Как же вообще сейчас добраться до Петербурга, где покупать билеты? Этот вопрос очень многих волнует сейчас, с этим возникают сложности, к сожалению. Но я вам могу подсказать несколько вариантов. Если вы на поезде едете в Петербург, то советую покупать билеты на tutu.ru либо на РЖД, все знаете. Если вы на самолете, то советую через Aviasales либо Яндекс Путешествия. Те ссылочки обязательно оставляю под видео. Где-то мы раздобыли промокоды, например, в Яндекс Путешествия. Вы можете воспользоваться нашим промокодом. Вам будет скидка и какой-то еще кэшбэк на Яндекс, ваш личный кабинет. Это не реклама, это просто я собрала информацию для вас, чтобы вам было максимально удобно. Также еще как вариант, если вдруг хотите поехать на своей машине в Петербург, то, конечно, это возможно. Учитывайте только, что в городе, в центре, действует большая зона с платными парковками. Она работает каждый день с 8 утра до 8 вечера. В этот промежуток времени парковки платные. В остальное время, то есть с 20:00 до 8 утра, каждый день, это же самое парковочное место, да, на которое вы, например, встали, платное, оно становится бесплатным. Вот, это, конечно, очень классно, что есть вот такой бесплатный промежуток времени. Но учитывайте, если вы вдруг забронировали где-нибудь там апартаменты на Рубинштейна, например, в центре, и там придется где-то искать парковку, и она, скорее всего, будет платной. И еще в городе есть платная дорога, но она в основном на окраинах, чтобы быстрее было добираться там с окраины ближе к центру. Называется ЗСД, западный скоростной диаметр. Учитывайте это тоже, и она тоже, естественно, платная. Друзья, ну еще важно, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк этому видео, потому что очень много просмотров без подписки, к сожалению. Но у нас постоянно что-нибудь выходит интересненькое на канале. То мы переезжаем, то мы квартиру покупаем, то ремонт не делаем, то куда-нибудь едем, то что-нибудь про Питер выкладываем. Сейчас мы готовим гайд по барам Петербурга, очень классным, потихонечку ходим и собираем вот уже несколько мест, еще думаем парочку и выложим бары Петербурга, будет видео. И еще мы сейчас подаемся на Шенген, визу на финскую. Если нам ее дают, то я обязательно сделаю видео, как мы получили шенгенскую визу с пустым паспортом. Если вам это интересно, тоже подпишитесь на канал. Ну и, соответственно, если нам ее дают, то мы попробуем поездить по Европе в ближайшее будущее, там, в Финляндию. И тоже будем показывать, рассказывать, что там происходит. Если вам интересно, подпишитесь обязательно. Следующий пункт – отели. Где же жить в Петербурге, в каком месте вообще, если вы планируете что-то снимать? Значит, есть много разных вариантов. Есть хостелы, есть апартаменты, есть отели, есть отели исторические, есть хай-тек появились, современные, есть очень дорогие, есть очень дешевые, есть даже общежитие, можно просто квартиру снять. Вариантов много. Я поэтому вам советую зайти на вот эти вот сервисы и просто посмотреть под свой бюджет отели, которые вам интересны. Ну и давайте что-нибудь подскажу. Вот когда мы сюда приезжали, еще тут не жили, нам очень понравился, это считается хостел-отель, называется «Друзья». Это было недорого, он находился в центре, там несколько их в разных районах, в пределах центра.
И, значит, очень все комфортно, чистенько, очень приятно, нам понравилось. Вот. Это то, что я могу лично посоветовать, а все остальное уже, пожалуйста, смотрите под ваш бюджет. Еще хочу поинтересоваться, было бы вам интересно, если бы мы сняли обзоры прям каких-то очень самых красивых, исторических, современных отелей в городе. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам, чтобы мы сделали такие обзоры, прям отдельный плейлист про отели Петербурга. Есть очень классные, там, Бельмонт, Гранд Отель Европа, Астория, Вавелберг, новенький. Очень крутые, поэтому, если вам интересно, напишите в комментариях, мы сделаем обзор про отели. Следующий пункт, на чем передвигаться по городу. Варианты: самокаты, велосипеды, пешком, личные трамвайчики, каршеринг, своя машина. Все. Итак, каршеринг. Советую 2: Яндекс.Драйв или Делимобиль. Мы вот в Сочи тоже, когда у нас был обзор по городу, мы советовали тоже несколько каршерингов. Там немножко другие условия предоставления их в аренду, чем машин в аренду, чем, например, в Питере там, или в Москве. Здесь можно брать поминутно, почасовая также аренда есть и посуточная. Поэтому я советую Делимобиль. У нас есть промокод, тоже я оставлю по ссылке внизу в описании к видео. И Яндекс.Драйв. Промокода у нас нету, но имейте в виду, что тоже у них чуть-чуть подороже, но и машины получше бывают, чем в Делимобиле. В Делимобиле вообще там очень дешево. Я вчера смотрела, у меня было там что-то 3 рубля минута, что ли. Вот, поэтому каршеринг классный вариант. Здесь пробок в городе не так много, как, например, в Москве, поэтому можно там из одного места в другое покататься и на машинке. Дальше самокаты. Вот оставляю название самых популярных. Их очень много. Парковочных мест для самокатов тоже уже развелось очень много. Но цены, меня всегда смущают немножко цены на самокаты, но если вы любите и готовы потратиться, то, пожалуйста, пользуйтесь. Очень много катаются, очень много любят. В принципе, аккуратно просто, если ездить. Здесь есть местами там по районам выделенные дорожки там велосипедные, да, где можно на самокатах покататься. Поэтому, просто аккуратнее катайтесь на них. Вот, соответственно, название самых популярных, делайте скриншот, потом скачиваете, регистрируйтесь и смотрите по ценнику, какие вам наиболее выгодны. Но вообще, если вы приехали в город просто попутешествовать, отдохнуть, советую вам просто гулять, ходить пешочком. Если нет дождя, ветра там и прочего, прочей непогоды, которые вам не по душе, ходите пешком, потому что здесь прекрасно, здесь можно дойти там за час из одного, грубо говоря, там прекрасного места в другое. Поэтому вот маршруты, кстати, еще раз повторюсь, которые мы снимали зимой, как раз таки там по часу-полтора примерно рассчитаны, чтобы гулять пешочком. Ходите пешочком. Замечательный город, чтобы гулять пешком. Естественно, можно передвигаться на общественном транспорте, да, чуть не забыла. Это метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, все как обычно. Значит, метро сейчас стоит 65 рублей, автобусы 60. Если у вас есть карта петербуржца вдруг, то дешевле в 1,5 раза это все. Либо карта МИР, либо вы покупаете проездной подорожник, то у вас будет там 1,5 примерно раза подешевле каждая поездка либо на метро, либо на общественном транспорте. И очень классный бонус: летом в Петербурге можно передвигаться на речном трамвайчике, так сказать, на кораблике по Неве, либо по рекам и каналам, тоже там из одного места в другое. Естественно, все это стоит денег, не бесплатно. В прошлом году и позапрошлом здесь в городе действовало речное такси. Очень была классная и недорогая услуга, но в этом году из-за убытков ее, к сожалению, прикрыли. Но было бы здорово, если бы возобновили, например, в следующем году. Следующий очень важный пункт во всех поездках, путешествиях – это где питаться, куда ходить кушать. Очень много общественных пространств в городе у нас, поэтому если вы не хотите там конкретно в какой-то ресторан, в кафе идти, то советую идти в общественное пространство. Например, Бернгольд-центр, 3 место. Севкабель-порт, Новая Голландия. Сейчас вот тут вот все напишу, делайте скрин, посещайте эти места. Там есть и разные кафешечки, ресторанчики. Можно выбрать, там, если у вас несколько человек, чтобы каждому было что-то по душе, разные кухни.
Разные магазины бывают, какие-то арт-кластеры, там же музыка, бывают фильмы показывают прямо на улице, либо выставки даже есть бесплатные, поэтому вот летом советую прям общественное пространство посещать. Что нужно обязательно сделать летом в Петербурге, так это посмотреть на разводные мосты. Для этого надо немножечко не спать, потому что первый мост разводится в час 10, это Дворцовый мост. И учитывайте, да, что когда мосты разводятся, то вы не сможете попасть в какое-то время, там в течение нескольких часов, ночью, с одного берега на другой. Тоже учитывайте это, когда будете смотреть на мосты, чтобы не остаться до утра в том районе, где вы не живете. Вставляю вот график развода мостов, но это на вот этот год, 22-й, но в принципе плюс-минус он на каждый год одинаковый. Погуляйте, либо специально доедьте, чтобы посмотреть на разводные мосты до них, либо можно арендовать там катерочек, либо с экскурсией ночной поехать по Неве и встать прям под мостом и смотреть на него, там, как он разводится. Есть еще фишка, что мосты разводятся, например, Дворцовый в некоторые там дни под классическую музыку по пятницам, с пятницы на субботу, да, все лето. Чтобы такие вот какие-то новости узнавать, подписывайтесь на телеграм-каналы города Петербурга. Много их разных, не буду перечислять, найдете, и там будут обязательно вот такие события освещены. И обязательно летом приезжайте на Алые паруса. Алые паруса очень красивое, конечно, мероприятие, даже если вы не выпускник, неважно. Просто посмотреть, как этот красивый кораблик освещается и проезжает по Неве, когда белые ночи, это потрясающее зрелище. Поэтому приезжайте летом в июне в Петербург, ну, уже, видимо, в следующем году. Кстати, добавлю очень важную информацию. Я узнала, что в этом году Яндекс.Еда, это не реклама, сделала, может, еще у кого-то есть, но я пока только про них знаю, доставку, даже несмотря на то, что разводятся мосты, да, у них доставка все равно есть круглые сутки, то есть даже если вы ночью закажете какую-то еду, да, из их приложения, то они доставят вам в каком районе бы вы ни находились. Вот такой прикольный лайфхак. Обещала вам еще рассказать про необычные места города, как, например, попасть на крыши, парадные необычные, красивые, какие-то хипстерские места, коммуналки. Собственно, с этого, я считаю, нужно начать погружение в культуру города. И нашла два очень интересных сервиса, ссылочки тоже оставлю под описанием к видео. Итак, начнем, что же интересненького я нашла для вас. Вот, например, ленинградские коммуналки, снаружи и изнутри, 880 рублей с человека. Это, ну, адекватная, я считаю, цена, и можно очень много всего интересного и необычного увидеть в этих коммуналках, посмотреть на жизнь города изнутри, так сказать. Мы были в прошлом году в коммуналке, это туда экскурсия не водится, это была частная коммуналка на Чернышевской. Значит, просто нас друг привел к своим, так сказать, знакомым, мы пришли туда. Я, конечно, никогда не видела, как оказалось, коммуналок до этого, особенно таких. Ну, во-первых, там живут очень необычные люди, очень интересные, очень творческие, талантливые. Во-вторых, они жгут камин, да, чтобы там вечера свои разнообразить, и кидают вместо дров деревяшки от старой кровати, да, например. Сквозь коммуналку проходишь, и есть сзади такая выход, да, в другую парадную, в которую с улицы не попасть никак. Есть доступ в эту парадную, ну, я не знаю, подъезд, я бы сказала, проход, лестничная клетка, только у нескольких жильцов этого дома. И ты проходишь через этот подъезд наверх, забираешься на крышу, то есть у тебя чуть ли не индивидуальный выход на крышу с твоей коммуналки, там расстелены ковры на крыше. И ты сидишь и смотришь на весь город. Это, конечно, потрясающие эмоции, поэтому я советую вам поискать какие-то вот такие необычные экскурсии, как поход в коммуналку, да. Ну, опять же, повторюсь, я оставлю, конечно, ссылочки внизу под описанием к видео, но это не реклама, поэтому смотрите сами, если что, звоните заранее, проверяйте, действительно ли вам там забронировали тур, какой вы купили. Но вообще эти сервисы уже с рейтингом большим, проверенные, поэтому
Тут, видимо, ну, тут индивидуально, читайте еще по отзывам, на какую экскурсию попадете. Вот, что еще я интересного нашла? Давайте покажу из экскурсий. Ну, конечно, очень прикольно, это вот есть прогулка по секретным барам Санкт-Петербурга. Вы можете подождать наше видео, когда мы выпустим про бары города, я уже сказала, скоро будет, либо вот уже проверенную, да, либо индивидуальную, либо групповую, заказать уникальный тур по заведениям для своих. Да, либо что-то тут еще похожее наверняка есть. А есть, естественно, должно быть в нашем городе экскурсия на крыше, дворы-колодцы, парадные лестницы, да, это тоже я советую. Либо сами посмотрите, поищите, либо вот через вот эти вот сайты. Гости к художникам. По рекам и каналам говорила. Здесь есть еще, я видела, на мотоциклах можно покататься, вас могут покатать как экскурсию. Тоже вдруг такое любите, почему нет? Ну, можно поехать, конечно, в пригород куда-то, из пригорода, там Пушкин, Выборг, Павловск, Екатерининский дворец, да, известные достопримечательности, Петергоф, Царское село. Просто на Финский залив можно поехать, погулять там. Ой, еще в Кронштадт очень советую, очень нам понравилось в Кронштадте, жалко, тогда еще не снимали видео. Но в следующий раз поедем, обязательно снимем. Очень красивый там собор в центре города, очень красивый порт, поэтому в Кронштадт, если соберетесь, тоже советуем. Очень там красивые парки есть, новые, современные. Нашла очень дешевый полет над Петергофом, Газпром-ареной, Лахта-центром и островами от 6125 рублей. Но все равно перед бронированием заранее позвоните туда, тут написано вот аэродром гостиницы. Ломоносовский район, это недалеко от города. Уточняйте заранее, чтобы все действительно у них там была летная погода. Вот, от 1 до 3 человек 6125 рублей за группу. Вот это очень прикольно. Надо будет нам тоже организовать такую экскурсию, самим съездить. Можно, например, из центра города поехать в Кронштадт на Метеоре и обратно. Из необычного еще нашла экскурсия по местам съемок фильмов. Тоже, мне кажется, очень прикольно в Питере посмотреть, потому что здесь много снимают фильмов. На сапах, байдарках, покататься по Неве или покататься даже под парусом, освоить навыки парусного спорта. Здесь тоже есть ребята Сила ветра, которые это организуют, этим занимаются, и очень много людей уже попробовали, да, у них это занятие. А вот еще прикольно нашла экскурсию с экскурсоводом походить по винтажным магазинам, винтажный Петербург, по секонд-хендам, по винтажным магазинам, не с экскурсоводом, а со стилистом. Тоже прикольно, да, почему нет? Здесь даже есть люди, которые ездят на удельный рынок, это который блошиный рынок, популярный, один из самых популярных в Европе считается, в Петербурге находится на удельной станции метро. Есть люди, которых можно попросить там за денежку, и они поедут с вами на уделку и помогут выбрать что-то там оригинальное, ретро какое-то, либо винтаж. Вот немножко рассказала вам о необычных экскурсиях и активном, так сказать, отдыхе в городе. Поэтому смотрите, выбирайте, вдруг вам окажутся полезны эти сервисы, которые я нашла. Для тех, кто любит музеи. Музеев в городе много, музеев много очень интересных. Я нашла и советую один сервис с аудиоэкскурсиями. Да, если вы не хотите брать никакие экскурсии групповые, ходить с кем-то хотите в одиночку, в наушниках, то покупаете аудиоэкскурсию вот на этом сайте WeGoTrip, вот этот сайт, он также будет в описании к видео, ссылочка будет на него. Покупаете, выбираете музей, например, Эрмитаж, покупаете аудиоэкскурсию, там же можно купить билет в Эрмитаж по такой же цене, как музей, и слушайте аудиоэкскурсию, гуляя по Эрмитажу. Либо там есть даже, кстати, необычные экскурсии, такие как просто приехали в какой-то район, например, на Чернышевскую, вышли из метро, и что делать дальше? Зашли туда, посмотрели, вот, там написано экскурсия по Чернышевской, да, покупаете ее, очень недорогая она, на мой взгляд, покупаете, вам карта прилагается, куда идти, что делать, и при этом аудиоэкскурсия рассказывает в наушниках о необычных местах
о каких-то интересных вещах в этом месте. Тоже, на мой взгляд, уже готовый, так сказать, маршрут экскурсии, и не надо никуда идти, грубо говоря, и искать или формировать, сидя у компьютера, себе маршрут. Ну что, друзья, мне кажется, в этом видео я максимально выложила вам всю подробную информацию по городу. Если у вас есть какие-то вопросики, либо есть какие-то еще дополнительные лайфхаки, может, какие-то места интересные вам пришли в голову, или что-то еще знаете, там какие-то ссылочки, сервисы, то пишите в комментариях, будем вместе собирать полезную информацию друг для друга и пользоваться ей. Спасибо за просмотр видео и до встречи в Петербурге!